Всем здорово! Кто такой Наклз? Великий хранитель, мастер изумруда или же ведомый дурачок, который верит каждому слову? Давайте сегодня в этом и разберемся. Но сначала я хочу сказать пару слов про мое отсутствие. Если коротко, прошлое видео было почти 2 года назад. Скажу только, что за это время я улучшил свой комп, свою жизнь, свой микрофон. Так что все точно не зря. Комп помощнее явно не значит, что мы прекратим играть в вялое пожилое произведение игровой индустрии. Конечно же, я говорю про Sonic Adventure DX. Мне очень жаль, что в эти 2 года я не смог вернуться к созданию контента. Но сейчас, когда я здесь, я хочу отдельно выделить всех вот этих ребят. Для вас уже почти не хватает места на экране, но в любом случае огромное вам спасибо за ваши комментарии. Каждый ваш комментарий помогает мне стать лучше. Сейчас я вернулся и надеюсь, что смогу радовать вас контентом на регулярной основе. Итак, возвращаясь к нашей великолепной игре, мы переступаем на следующую ступень прохождения и попадаем на уже небезызвестного для нас персонажа. Это ехидно Наклз. Он единственный оставшийся представитель своего клана, который был истреблен почти до нуля, отчасти из-за слишком агрессивно настроенной политики вождя Пачакамака. Наклз на самом деле очень целеустремленный и серьезный чел, так что, оставшись в одиночестве, он решил поддерживать единственное, что осталось от его прежней жизни — охрану Мастер Изумруда. Что же это за изумруд такой? Ну, легенды гласят, что Мастер Изумруд был создан богами, и он хранит в себе невероятную энергию, которая способна даже удерживать в воздухе целый остров. Мастер Изумруд невероятно силен, и именно он сдерживает силы 7 изумрудов хаоса. Ну, проще говоря, он управляет их силой и не дает им выйти из-под контроля. Несмотря на весь уровень ответственности, что Наклз на себя возложил, в его характере обладают такие черты, как слепая доверчивость и, что называется, сила есть, ума не надо. Начинается все с того, что Наклз, как обычно, отдыхал на своем острове в гордом одиночестве, но стоило на секунду закрыть глаза на посту, как тут же появляется товарищ прапорщик, который уже представляет, как будет лупить нам подзатыльники под наши крики. Да я не спал, заслушался просто музыку. Пиздишь. Подзатыльник пришелся и на Мастер Изумруд, что по итогу привело к его расколу, ибо рука у товарища прапорщика словно кузнечный молот. Только подумайте, у Наклза буквально в жизни была одна единственная задача, и то он благополучно проебал. В общем, без силы Мастера Изумруда остров более не в силах поддерживать себя в воздухе, и поэтому падает на землю, а осколки Изумруда разлетаются в разные стороны. Так как у Наклза в жизни больше нет ничего, чем бы он дорожил, то мы решаем отыскать осколки Мастера Изумруда и собрать его заново. Начинаем первый уровень, в котором нам придется искать осколки путем своеобразного металлодетектора, ориентируясь на звук и цвет кристалла в нижней панели. Это основная механика всех его уровней. После чего попадаем в казино, где нам предстоит проделать абсолютно то же самое. Да, у Наклза что забот, что разнообразие уровней. Зато далее мы телепортируемся в прошлое, которое кажется нашему герою до боли знакомым, хоть он и утверждает, что не бывал здесь раньше. На этой локации я всегда люблю забираться на самый верх и пролетать вниз как Супермен. Идем дальше и видим знакомых нам персонажей. Они о чем-то спорят, и становится понятно, что дочь пытается отговорить своего отца-вождя от каких-то насильственных действий, что у нее, к сожалению, мало получается. После кат-сцены выходим с казино и видим наших объебышей. Сидят посреди улицы в полном неадеквате. Зато, зайдя в отель, мы замечаем Эгмана, который подозрительно едет с чем-то сверкающим на лифте. Перепутав изумруд хаоса в его руке со осколком Мастер Изумруда, идем за ним и встречаемся с Жижей, которая неплохо так бафается и пытается навалять нам по полной.
Is that all you got? Побеждаем Водяного и базарим с Яйкиным, который втирает нам дичь о том, что Соник якобы тоже ищет осколки Мастера Изумруда. Казалось бы, зачем ему это надо? Но ввиду легкой внушаемости мы верим человеку, которому поверит только недалекий. И в раздумьях идем забирать первый пауэр-ап, который позволит нам рыть землю, чтобы находить необходимые предметы. Выкапываем интересную кнопку, функция которой Убивать животных. Блять, что за С хуйня? помощью этой механики открываем следующий уровень. После чего возвращаемся на поляну и видим Соника. Наклз уж было думал подойти, поговорить и разобраться спокойно, как вдруг он замечает у Соника в руках что-то больно похожее на осколок Мастера Изумруда. И тут его глаза застилает пелена гнева, из-за чего случается знаменитая гачи-пизделовка из первой части, в результате которой мы понимаем, что нас в очередной раз одурачил злой Эгман. Ай-яй-яй, как же это так могло произойти? В любом случае, пиздимся с Хаосом 4, как же он уже всех заебал. Затем подбираем золотой ключ у входа в джунгли. Каким-то хером находим и выкапываем спрятанный серебряный ключ и попадаем в храм, где вновь ищем галимые осколки. Затем идет еще одна кат-сцена, и мы видим, что дочь вождя, имея хорошую репутацию Мастера Изумруда, просит его сделать что-нибудь против ее злобного отца-тирана, который хочет просто спиздить все изумруды Хаоса и использовать их силу у себя в клане. Затем возвращаемся обратно в реальность и закидываем собранные осколки в топку Мастера Изумруда. В благодарность за это он дает нам местоположение остальных осколков, и это оказывается летающее яйцевозка, кто бы сомневался. Единственная проблема — как нам туда попасть? Хотя есть одна идея. Идем за роботом Яйкина и попадаем как раз в его отстроенную цитадель в джунглях. Затем взлетаем на корабле. Бля, мы вроде на базу заходили, не? После этого видим, что корабль перестраивается, но это не помеха для нас. Находим проход в опустошенном бассейне и проходим последний уровень со сбором ебучих кристаллов. Но путь нам преграждает третья кат-сцена, из которой мы понимаем, что остановить отца, к сожалению, не удалось. И произошла великая трагедия, навеки запятнанная в истории. Отходим от нашего сна и видим, что Соник уже совсем разобрался и погнал добивать сваливающего Эгмана. Мы уже тоже хотели было отправиться домой, но нас настигает восстановившийся каким-то образом Хаос 6. Ничего не остается, решаем надавать ему по заднице еще разок, после чего возвращаемся на свой остров и восстанавливаем свой любимый Мастер Изумруд. Что ж, после того, как остров вновь поднялся в небеса, а Наклз наконец вернулся к своему бесконечному одиночеству, вопрос изумрудов Хаоса так и остается нерешенным. Однако его это уже мало заботит. У него свои дела и свои проблемы, свои обязанности и желания. В целом можно сказать, что история Наклза одна из самых интересных и раскрывающих сюжет историй. Но вот в плане геймплея это опять-таки полный посос. Всего 3 босса, из которых уникальный только один, а все остальное это просто ебучий симулятор металлоискателя, в котором даже интересных механик-то почти и нет. У каждого своя судьба и своя роль в истории. Возможно, таким образом создатели хотели показать нам безучастность Наклза к общей истории Соника и Хаоса. Хотели донести до нас, что ему по сути-то все равно, что происходит там, на Земле. У него в жизни есть свои принципы, обязанности и ценности. Для него самое главное — это охранять Мастер Изумруд, и ничего другого его особо не волнует. Потому что, потеряв то единственное, чем он в жизни действительно дорожит, он боится больше никогда вновь этого не обрести. Поэтому он застрял на месте. Он не развивается, он не движется в прямом и переносном смыслах этого слова. Он застрял в своем микромире, где ему комфортно, где он знает свое место, свои обязанности, свою цель, а что-то изменить в этом устоявшемся порядке значит потерять покой и стабильность.